еду и думаю, что же вот кажется мне новое, я вижу. А теперь обращаю внимание, листья начинают падать, и уже некоторые деревья, вот уже появляются желтые листики. Осень наступает полным ходом. Так, а я послезавтра собираюсь на недельку в Белгород съездить. Ну, вот я думаю, после этой поездки, во-первых, я туда приеду, там очень плюсовая температура, в отличие от Москвы и Подмосковья особенно. Во-вторых, наверняка там все еще намного зеленей. И вот как раз, когда я буду возвращаться, я почувствую контраст и приход осени. Вот, еще ж когда позавчера я полил как раз машину, когда мыл, чтобы полито было все. И все. Ну, походу соседи опять мусор оставляют, блин. Еще кукурузу стырили. О, начистил, аж блескотит вся. Так, ну что, датчик я почистил, это сейчас поставим аккуратненько. Нюанс тут один есть. И попробуем адаптировать ее заново. Так, решил в конце каждого сезона лезть, проверять. Ну да, не зря я снял. Сетка забита. Вообще, каким-то не пойми чем. Сейчас все почистим. Но листвы мало. Удивительно. Обычно здесь должно быть много листьев. Пух, тополиный пух. Всякие бумажки, всякие херняшки. Все это тут присутствует в полной мере. Но с этой стороны сетка чистая. С вот той сейчас почищу. Ну, в целом нормально. Ответственный момент. Ну, попробуем. Блин, тут прям попадать надо. Промахиваюсь. Еще промахиваюсь. Сегодня солнце не зайдет, его заменит фазипам. Сегодня Новый год для тех, кто всем делился пополам. Остальным по проводам кричат, что всем вам повезло. Новых от солнца опьянен, оно на пенсию ушло. Уютный зал, большой театр, народу тьма и полумрак. Сегодня будут выбирать, кому светиться в небесах. Смотреть на танец лебедей и океаны осушать, ловить мышей, растить детей и ничего не ощущать. На новом месте новый дом, и всюду музыка слышна. Последний принц ушел в полет в район больничного окна. Оставшись серо-голубым, театр судорогой свело. Под потолком забытый дым, сегодня солнце не взошло. Солнце не взошло. Ай-яй-яй, я мимо бью аккорды, солнце не взошло. Не взошло. Капец. Ничего, так я нормально арбузик сейчас отрезал. Так, бдзынь. И минус тарелочка. Так, ну я все-таки решил еще раз поставить фильтр. 15 километров, вот я до гаража доехал. И уже вон сколько всякого мусора, причем такого тяжелого. Вон,
аж куски какие-то плывут. В дорогу возьму несколько фильтров, но если будет сильно забиваться, то только на коротких дистанциях их можно будет применять, конечно же. А так, ну, не радует совсем. Грязно, грязно, грязно. Но зато, по идее, хоть что-то я теперь отсеку все-таки в антифризе. Ну вот оно и вверху тоже грязь. Вот. 15 километров, гляньте, сколько грязи. И вот я его поднял и колыхнул вот так. О, оно еще в трубку, похоже, осаживается. Так, но если это вот та грязь, которая не забивает сетку, то, пожалуй, можно с ней бороться просто путем, скажем так, вытряхиваний, промываний. Но несколько фильтров в запасе у меня есть, если что еще. Не занимайся фигней, не ставь ты никакие фильтра. Ага. Вот это вот все. Вот оно. Да, нетушки. Я, пожалуй, пофильтруюсь, ребят. Нафиг надо. Вот, просто водой в противоток промыл. И, пожалуйста, можно ставить и еще ловить. Ну, такой тяжелый мусор, и, мне кажется, самое оно. Основная масса, когда уйдет, потом можно оставлять бесконтрольно и просто периодически уже не так часто, скажем так, проверять. Так что пусть помогает. Уже новые указатели. Слава богу, светофоры не включены. Ну вот уже видно, что по эстакаде там машины едут. И вообще прочитал, что пообещали здесь даже электробусную, ну мы их видели, электробусную вот эту вот зарядную станцию, в общем электробусную остановку сделать. Так, что у нас по парковке? Парковка забита полностью, даже инвалидные места, явно не инвалидами, но это вот скоро начнутся тут эвакуаторы работать. Во двор, а затем поверните направо. Ну, другого и не ожидалось. Что, пооткрывали все заезды со всех сторон, естественно, сейчас все попрут. Димона приезжаете, да? Как-то странно. Московская область, даже еще пока нет я пить намеков. особо не собираюсь, А посидим, здесь полялякаем только. Тульская, так уже намного больше деревьев осенних. Ну, я не знаю, мне в Курск надо будет. Ну, часов 8 где-то так, я думаю, буду дома. Примерно. Ну, я уже в Белгороде. Вот дом, который пострадал тогда, в него влетело хорошо. Уже там даже и не видно. Капец, как неожиданно в Белгороде, ну реально жара. То есть я думал, как тут будет тепло. Ну, здесь очень тепло. То есть то, как я оделся в Белгород, ну, можно было вообще по-летнему, в общем, проехать сюда. Так, мы едем в Белгород. И вот мы, Белгород кончается, и Белгород начинается. А все это нужно для чего? А все это нужно для того, чтобы... Потому что... Штопор был забыт. Ой, хорошо вчера посидели. А сейчас иду за гаражами. Какой обалденный хмель тут растет, оказывается. И вот не только здесь, а там вот везде он заплетает. А ведь я ж раньше увлекался, занимался. Опа, это вообще грецкий орех. Круто. Просто так. Но Белгород уже становится южным городом, походу. Так увлекался я чудодейственным, как сказать, ректификантом. Вот. И выводил свою колонию дрожжей. Может вернуться к этому? Пора уже. Хотя вот сейчас просто тупо некогда. Надо вот до конца уже утрясти некоторые моменты. Ну и потом уже наконец-то приступить. Ну, переезд окончательный мой. Вот все уже ближе, ближе и ближе. То есть уже и гараж пустой, и вещи перевез, и уже там обустраиваешься. Вот чуть-чуть вот не хватает. Надо вот уже, наверное, дотерпеть. Вот это вот все уже доделать. Обустроиться до конца. И все. И вот мне всегда граффити нравились. И вот, не знаю, у меня руки не заточены. То есть, вот, например, что-то такое даже нарисовать, и даже повторить. Вот эту гибкость линий и все прочее я, например, не смогу. Всегда завидовал людям, которые что-то такое могут.
Ну, это надо тоже оставить, пожалуй, для истории, потому что все равно же замажут и не останется. И вот я подумала, почему бы хмель мне не посадить, ну хотя бы в чеховском гараже. Так, я сейчас тут кое-кого видел. Вот он. Суронче. Ишь ты. Ну вот о чем я и говорил, что в понедельник я ехал все зеленое, сейчас уже прямо желтое, и в гараж еду, листва лежит, листва по дороге. Прям вот за несколько дней. Сейчас пятница, сколько, ну, 4-5 дней, и, пожалуйста, тебе, как быстро все поменялось. Последние солнечные деньки еще жаркие. Сегодня прям жара-жара.